When I heard that sound, when the walls came down. Всем привет, с вами онлайн Синг, и сегодня мы поговорим про то, что такое дыхание в пении, насколько оно для нас важно. Перед этим подписывайтесь на канал, ставьте лайки, мне будет очень приятно. Начинаем. Дыхание. Такая тема сложная, как и любая в вокале. Все это где-то на грани ощущений. И кто-то пишет, что мало дыхания – это хорошо. Кто-то, что много дыхания – это хорошо. Нужно брать дыхание носом. Нужно брать его быстро. Ртом нельзя брать дыхание. В общем, это очень такая гибкая тема. И что же есть правда во всем этом? Информации много. А правда заключается в том, что все правда, но как это применять? Ты должен всю эту палитру в своем голосе ощутить. Если ты ее не ощутишь, то говорить о чем-то конкретном достаточно бесполезно. Вот, допустим, брать дыхание резко нужно обязательно. Да, но не всегда. Иногда его нужно взять плавно. Если ты будешь везде брать его резко, допустим, какой-то начального уровня ученик будет так делать, дыхание может просто пережаться, и весь голос может вследствие пережаться. Маленькая поправка. Я не имею в виду, что сейчас дыхание – это опора. Может быть и так, что дыхание может быть отдельно от опоры. Допустим, субтон, но он очень оторванный от опоры, и ты ее чувствуешь не так хорошо, как если бы ты пел обычным голосом. В обычном голосе все-таки с компрессией голосовых связок, с их процессом смыкания, ты лучше ощущаешь опору. Но и связки это тоже не опора. Опора это достаточно целостная такая тоже тема, которую стоит обозревать в отдельном видео. Здесь же мы говорим про дыхание. Итак, отдельный навык не есть правда. То есть, если мы просто берем быстрое дыхание и его задерживаем, все. И мы тогда научились петь, сейчас мы внезапно запоем красиво. Нет, конечно же, так не будет. Но если мы будем знать, что где-то в каких-то быстрых моментах, быстрые песни, темп просто бешеный, конечно, придется брать дыхание резко, чтобы у тебя внезапно набрался нужный тебе объем, и ты сразу мог им оперировать. Ровно как ты берешь дыхание быстро, ты должен его и сбросить после этого тоже быстро. В общем, в быстрых песнях это хорошо. Если ты поешь лирично, тебе нужно тебе нужно протянуть хорошо, то здесь уже вопрос другой. Тебе нужно взять дыхание так, чтобы оно у тебя взялось настолько постепенно, что как будто ты пением продолжаешь дальше дыхание. Этот же аспект есть и в быстром взятии дыхания. Ты когда его берешь, ты не должен успеть зажаться. Тоже есть такая информация, что нужно чуть-чуть вот так поднапрячься и после этого только начать петь. Напрягся и потом это может быть, но не со всеми. Если у кого-то мягкий голос от природы, это сработает. И чуть-чуть вот этого стона и компрессии будет хорошо. Но если у вас от природы жесткий голос, и вы добавляете еще туда стон, может быть практически больно. И как раз-таки вот это можно полечить дыханием. Если вот конкретно у вас жесткий голос, низкий, я вам советую добавлять в голос дыхание. Как нам добавить в голос дыхание? Нам могут помочь волшебные согласные ха или га, а конкретно еще лучше га. Вот. И, скажем, мы поем какую-то фразу. У нас там есть мотивчик, который начинается с гласной. Хорошо. И у нас не получается. Мы пропеваем жестко, нам практически больно, особенно там на верхушке. Знакомая ситуация, возможно, знакомая. Как нам это исправить? Нам нужно добавить в пение дыхание. И через согласную добавляем перед этой ха или га, прям нарочито. И стараемся, как будто это дыхание
вот дальше продлить в эту гласную. Было добавляем га или ха. А, 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 Может быть так, что у вас вначале ха. Поймайте тот момент, когда у вас чуть-чуть дыхание, но уже проходит в гласную. Это принципиально. И протянуть до конца фразочки. Можно это делать на одной ноте. Ха. Ха, ха. Ощущение очень мягкое, как будто ты действительно... Вот можно из субтона взять принцип. Дышишь на руки. А, а, И у тебя запотевает вот... руки запотевают, стекло запотевает. Если перестараться, получится субтон. Вот, имейте в виду. Хорошо, допустим, у нас это получилось, но все равно как-то еще и не пение. Как нам получить из этого пения? Нам нужно обязательно, я заострю на этом внимание, продлить то, что мы делаем. То есть не нужно отдельно рубить каждую ноту. Даже если каждый раз будет ха-ха-ха или га-га-га, все равно мы подзажмемся. Нам нужно протянуть. И пение это и есть по факту дление. Вместо как будто такая сирена немного получается. Только мы где-то, где чувствуем нужную нотку, чуть-чуть останавливаемся. Было стало. Ну, вы понимаете, о чем я. Так, хорошо, с этим разобрались. Вот мы немного поняли, что такое дыхание. Как же это дыхание связано с опорой? Мы же все-таки берем воздух, вот он у нас тут в легких. Хорошо. За опору у нас, конечно же, отвечает диафрагма, мышца, которая, когда мы вдыхаем, делает вот так. Я даже отойду. Но сложность в чем? Как же нам эту диафрагму ощутить? То есть при большом количестве дыхания в субтоне, скажем, мы можем не ощутить диафрагму, а просто что, оп, и у нас весь воздух закончился, мы как шарик сразу сдулись, ничего не поняли. Вот. Дам несколько советов по поводу опоры. Первый и главный, как можно ее ощутить. Вот самое главное, не то, что мы вычитаем. Диафрагма у нас находится здесь, работает она так, и вот там мышцы у нас спины должны работать, мышцы пресса у нас здесь тоже там все это помогает, диафрагма расправляется. Да, но это не имеет никакого смысла, если мы это не ощутили у себя в теле. Нам нужно личное ощущение. Вот сейчас мы его найдем. Элементарная штука абсолютно. Думаю, вы точно так делали. Берем согласную S, берем дыхание и протягиваем эту согласную долго. В какой-то момент этого дления вам станет тянуть ее чуть-чуть сложнее, чем раньше. Уже тело само это не делает. И приходится додувать воздух. Вот. И в этот момент ощутите, обратите внимание, что у вас происходит вот в районе диафрагмы. Вы поймете, где она находится, где именно находится ваше ощущение и какое оно. И это уже есть опора. Сейчас дам еще несколько советов. Ну вот, воспроизведу пример. То есть мы длим S. В какой-то момент уже было понятно, что тело само не справляется, и приходится поток удерживать на таком же абсолютно уровне, уже как будто подталкивая воздух. В самом конце ты уже выдавливаешь его прям до самого-самого конца, это не обязательно делать. Но
такое комфортное ощущение давления, вот это и есть ваша диафрагма, и это нужно обязательно включить в пение. Еще один совет, как же диафрагму найти? Есть такая штука, что ты берешь вот, дыхание, у тебя живот раздувается, и все хорошо. Да, но живот можно раздуть отдельно от пения. И его еще можно зажать. То есть вот сейчас у меня дыхание закончилось, и я могу живот раздуть. Живот можно раздуть отдельно от пения, и это тебе будет никак не помогать. Это не аксиома, что раздутый живот, значит, все, классно, мы оперли звук. Нет. Это достаточно такое гибкое ощущение, компрессированное, какой-то определенный мячик у тебя здесь. Как это ощутить вот с тем упражнением, как мы сейчас делали на S? Длим S. Стараемся здесь чуть-чуть подтолкнуть дыхание, как вот у нас было на самом-самом, почти самом окончании вот этого длинного S. То есть не просто с, а с. Можете вспомнить это ощущение, продлив еще раз эту длину S. И вспомнили, где у нас находится диафрагма, какое она движение делает. Вниз, сюда, туда, бока у нас как-то включаются. Вот, мы запоминаем это ощущение и стараемся это добавить в какую-то нотку. Не обязательно в ту, которую я вам сейчас покажу. Делаем сначала с дыханием, потом с звуком, с нотой. Чувствуем диафрагму. И через х стараемся тоже сделать такое же движение диафрагмой уже на какую-то гласную. Да, это еще не пение, но это то, как ваша диафрагма работает в пении. И это хотя бы маленькая зацепка, что вам нужно делать. Дальше это можно развить. Единственное, вот как вы сейчас чувствуете эту мышцу, достаточно обширно, мощно. Не обязательно делать это настолько прям компрессированно и жестко. Вначале всегда, когда мы учимся чему-то, мы все делаем большими движениями, большими мазками. Учимся писать все криво, крупно, непонятно. Дальше мы уже оттачивая делаем красиво, точно. Вот и здесь тоже от крупных мышц мы идем к более мелким, более мелкому ощущению, тонкому контролированию. В общем, смысл в том, чтобы делать это в дальнейшем аккуратно и точно. Но основа как бы понятна. Как еще мы можем ощутить диафрагму? Вот у нас самая узкая часть талии, и если мы сюда поставим руки и вдохнем, попытавшись эти руки раскрыть, как будто вот сделать сопротивление этим рукам. Вот у нас разошлось здесь. Это как раз-таки и делает тоже диафрагма. И вот уже мы подходим к тому, что не просто выпеченный живот у нас делает опору, а вот ощущение, когда мы эти руки выталкиваем, и мы вот эту компрессию мы удерживаем. То есть не просто мы вытолкнули и все, а мы вытолкнули и удержали. Вот раскрылось, и я удерживаю дальше это ощущение. Да, после этого у нас может и живот тоже сюда выйти, но это уже будет правильно. Главное, следите, чтобы ничего не зажалось. Если долго-долго это делать, с непривычки может зажаться. Это уже следующий вопрос. Мы взяли дыхание. Хорошо, у нас дыхание перешло в пение. Отлично. Мы ощущаем диафрагму. Чудесно, молодцы. Но бывает, что песня не дает возможности нам отдохнуть, и мы не можем ее допеть до конца. Не из-за того, что она высокая или низкая, а просто потому, что мы настолько стараемся удержать этот звук и не сбрасываем напряжение, что ну, это физически невозможно. Зажатие большое. Нужно обязательно, взяв дыхание, спев далее фразу, сбросить то, что у нас сделала диафрагма, и немножечко отдохнуть. Представьте, если вы будете что-то долго держать в руке. Долго держать, рука зажмется. Вот здесь то же самое. То есть нужно сбросить ощущение и дальше заново его возобновить. Вот, допустим, если заниматься на каком-то инструменте, на скрипке, на гитаре, ты будешь играть там
5-10 минут, ну, допустим, 15, и начнется какой-то дискомфорт. Ты будешь думать, что вот, у меня не получается, я делаю это плохо, и мне нужно сейчас постараться сделать лучше. Не обязательно для начинающих, или даже не только для начинающих. Новый навык сложен, и нужен отдых мышцам, как в инструментах, так и в вокале. Ну, собственно, вокал, голос у нас это тоже инструмент, который требует хорошего ухода за ним и внимательности. Так что не пережимайтесь. Лучше, если чувствуете, что уже тяжело и что-то не так, то просто отдохните. И это глобальный совет, что мы позанимались и даем себе какой-то отдых. Не нужно заниматься 2 часа подряд петь. Лучше сделать это более интервально. Мы там 5 минуток попели, чуть-чуть 30 секунд отдохнули, 5 минуток попели, минутку отдохнули, и мы так будем достаточно свежими. А в рамках песни то же самое, но уже более мелко и между фразочками. Взяли дыхание, спели, сбросили дыхание. Взяли дыхание, спели, сбросили дыхание. И мы дойдем до конца свежими. Если вы еще чувствуете диафрагму и то, как у вас идет дыхательный поток, это вообще просто чудесненько. Мои советы вам в помощь. Подписывайтесь на канал, приходите на онлайн-уроки, на обычные уроки. И я буду очень рад вам помочь с вашим голосом. Последнее. Пример хорошего и плохого пения относительно дыхания. Как мы можем его взять, сбросить и так далее. When I heard that sound, when the walls came down. Допустим, сейчас я не брал дыхание, спел без него. И постепенно голос начинает поджиматься. Если такое происходит, добавляем дыхание. When I heard... Голос уже стал мягче. When I... Я сразу как будто ха или га добавляю. В ген как будто. When I... Вместо when I... Добавляем дыхание. When I heard that sound, when the walls came down. И мы дойдем свежие, сбрасывая дыхание, в том числе в конце пения. Вот такие маленькие советы, так что всем удачи в вокале и помните, что петь может каждый, но каждому придется приложить разное количество усилий, усердия, чтобы добиться значимых результатов. С вами был онлайн Синк, всем пока.